Знал я одного грибника, хороший мужик был, добрый. Да вот сейчас уж нет и в живых его. Однажды рассказал он мне одну историю. Зима тогда была, метель, ну что поделать, тайга кругом. Старенькая избушка, тусклый огонек свечки и задушевные разговоры. Расскажу я вот что. Видал ли ты волка, черного, как смоль, и глазища, золотые, словно рыжеватые огоньки? Старик руками развел по воздуху, показывая размеры животного. Я тогда усмехнулся. Да подожди ты смеяться. Дальше послушай, буркнул старик, но продолжил. Снег тогда лежал глубокими сугробами, смеркалось уже. А я возвращался из лесу, дровишек домой нес. Слышу, кто-то скулит. Я уж подумал, что собака заблудилась, да только уловил я потом звуки, похожие на вой, да такой жалобный, протяжный. Решил я посмотреть, что же такое там происходит. Раздвинул кусты и испугался. Наши перекрестились бы уже давно, да побежали бы куда подальше. А я пошевелиться не мог. Страшно стало. Он остановился и покашлял. Любил я этого старика. Он всем помогал, а рассказы какие вел задушевные. Так вот взял я себя в руки и решил потихоньку возвращаться к тропе. И случайно бросил взгляд вниз, на чистом, белоснежном снегу лежали капли алой крови. Присмотрелся я, волк в капкан угодил, лапу придавило. А рядом с ним другой все мечется да мечется. То подойдет, лизнет, то вновь уходит. Черный, как смоли, глаза золотые. Волки, умные животные. Он сразу меня заметил, но не напал. Тут я и понял, что в человеческую ловушку угодила волчица. А кто ж не знает, что эти животные до смерти своей остаются верными. Вот и кружил черный красавец вокруг любимой, помочь пытался, да только вот бессилен он был. А она лежит и смотрит на меня так грустно и глубоко, как будто и не на меня вовсе, а в душу мою. Извелась бедная, устала. Ночь накрыла лес, с югу веяло сильным холодом, метель, видно, идет. И тут подумал я, что помочь волку надо, иначе погибнет его волчица. Не скрою, было страшно. Старик встал из-за стола. Окна старой избенки трещали. Я аккуратно начал подходить. А волк смотрел на меня, по-человечьи смотрел. Он словно просил, словно говорил своими желтыми глазами: «Помоги, брат, волчица моя в беде». Я медленно приближался. Волчище рыкнул на меня, насторожился и скрылся в темноте ночной. Только знал я, что он здесь, смотрит на меня, и при любой возможной угрозе он будет готов разорвать на кусочки, лишь бы его любимой ничего не угрожало. Волчица смирно лежала, утопая в снегу, видимо, уже была готова проститься с жизнью. Тут я схватился за капканы, что есть сил, раздвинул его, благо, старый, ржавый. Руки в кровь ободрал. И тут выпрыгнул он, волк, порожденный самой ночью. И увидел я, как огоньки глаз его сказали мне спасибо. «А что же дальше?» — спросил я. А дальше я ушел. Метель надвигалась, да и помог я волку-то. И вот поздней весной возвращался я с корзиной грибов, вечерело. Шел я, подпевал вечерним трелем пташек и резко остановился. Смотрю, а передо мной медведь, да большой такой. Испугался тогда я не на шутку. Думал, куда бежать, куда прятаться. А медведь уже на меня пошел, взревев хорошенько, да так, что в ушах зазвенело. И тут, не поверишь, смотрю, 4 волка бегут мне навстречу из глубокой лесной чащи. 4? Откуда же им взяться? Перебил было я. Ишь какой нетерпеливый. Заворчал мой друг. Да, 4. 2 волчонка, видимо. А впереди сей небольшой стаи, словно на крыльях ночи, тот самый волк летит. Пробежали они мимо меня, да медведя стали прогонять. А позже и вовсе скрылись. Обрадовался, да стал возвращаться дальше и гляжу, в чаще высоких сосен, на холмике, блеснули знакомые золотые глаза, которые по-человечьи когда-то просили меня о помощи. Отблагодарил меня демон этот черный. Старик улыбнулся. И с тех пор я его не видел, но случай этот запомнился мне на всю жизнь. Когда-то спас раненую волчицу с волком, и не остались они у меня ведь в долгу. Жизнь мою, короткую, спасли. Вот такую историю поведал когда-то мне мой друг, которого сейчас, увы, уже нет. А в голове моей постоянно всплывает образ черного волка с 2 яркими золотых глазами. Делайте добро, и оно к вам обязательно вернется. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!